давай пойдем на рок-концерт. Давай лучше пойдем в театр. В театре нужно сидеть, молчать, ничего не говорить. Я не скучная, сам ты скучный. Привет! Welcome back to my channel in Russian from afar, and with you, as always, your host Sergey. Today we continue our story about Vasya the crocodile and his adventures in Moscow. This time Vasya and Zaika deciding where should they go in the evening, and they have a bit of a dispute. So let's see how they're gonna solve it and what's gonna happen. Поехали! Так, ну что, Зайка, куда сегодня мы пойдем? Я не знаю. Куда сегодня ты хочешь пойти? Ну, ты знаешь, у меня есть идея. Давай пойдем на рок-концерт. Рок-концерт. Вася, я не знаю, если мне нравится эта идея. Почему? Ну, ты знаешь, рок-концерт. Давай лучше пойдем в театр. В театр? Что? Ну да, в театр. Посмотрим спектакль. Будет очень интересно. Ты знаешь, в театре нужно сидеть, молчать, ничего не говорить. В театре нужно смотреть спектакль. 3 часа. Я буду спать уже в это время. Ну да, и что? И в театре нельзя бегать, прыгать, скакать, петь, танцевать. Ну да, конечно, это же ведь театр. Да, ну это скучно. Но в театре можно смотреть спектакль, можно сидеть на стуле, да, и наслаждаться актерской игрой. Так себе, не очень-то хороший аргумент. Ну, а ты что? Понимаешь, на рок-концерте нельзя быть в тишине. Очень громко. Тыш-тыш-тыш-тыш-тыш. Мне не нравится. На рок-концерте нужно стоять все время и слушать очень громкую музыку. Да, конечно. Но на рок-концерте можно все. Но одну вещь нельзя. Какую? На рок-концерте нельзя быть скучным, как ты, Зайка. Я не скучная, сам ты скучный. Я не скучный. У меня есть много интересных хобби. И рок-концерт, и люблю карате. Да. Мы знаем твои хобби, Вася. Мы уже слышали об этом много раз. Но что можно делать на рок-концерте? На рок-концерте да все можно. Можно бегать, можно прыгать, можно петь и танцевать, и слушать музыку. Все, что хочешь. Да, не знаю. Мне тоже это не очень интересна эта идея. Да. И также, ты знаешь, вот эта одежда, которую нужно одевать в театр. Какая одежда? Ну, для меня нужно одеть костюм, пиджак, туфли, брюки, галстук. Так серьезно. У меня даже нет такой одежды. А ты, что ты будешь одевать в театр? Ну, я одену платье и туфли. Ну вот, у тебя есть? Да, есть. А на рок-концерт нужно одевать джинсы, ботинки. Ты знаешь, там металлические штучки всякие. А у меня такого нет. Ну, можно и платье одеть. Вечернее. Но не вечернее. Так будет странно. Ты будешь странно выглядеть. Да. Так что же нам делать, Вася? Да, я тоже не знаю. Ну что же делать?
нам нужен компромисс. Компромисс? Да-да-да, нам нужен компромисс. Куда нам пойти? О, у меня есть идея. Пойдем на джаз-концерт. Джаз-концерт? Ну да, смотри, на джаз-концерте можно слушать музыку. Ты любишь слушать музыку? Да, ну вот, можно слушать музыку и можно сидеть. Да, точно, ты можешь сидеть, а я могу стоять и танцевать. Ну, насчет этого я не знаю, но может быть, может быть. А на джаз-концерте можно есть мороженое? Да, только не в стаканчике, а в блюдце. Ну, это тоже хорошо. Мне нравится эта идея. А что нельзя делать на джаз-концерте? На джаз-концерте нельзя... А что нельзя? Я не знаю. А на джаз-концерте можно делать селфи, фотографировать музыкантов? Да, конечно, это можно делать. И можно разговаривать, только тихо. Это здорово, мне нравится эта идея. Да, это действительно неплохая идея. А как насчет одежды? Что можно, а что нельзя надевать? Ну, надевать можно джинсы, можно платье, можно туфли, а можно ботинки или кроссовки. В принципе, все что угодно. Главное, не голым. Я не пойду голым. У меня есть одежда. У меня есть джинсы, у меня есть ботинки. Да, вот, если это можно одеть, то я с радостью одену. Ну все, тогда решили, пойдем сегодня на джаз-концерт. А кто играет-то там? Да не знаю, какой-то музыкант джазовый. Ну, все равно. Ты готова? Нет, конечно. Мне нужно еще 3 часа. Now, before you answer the questions, you can listen to the story a few more times in order to remember it better, and then you can come back to this part. Вопрос номер 1. Куда хочет сегодня вечером пойти Вася? Вася хочет пойти в кино, на рок-концерт, в театр. Вася хочет пойти в театр. А Зайка? Зайка хочет пойти в музей, в театр, в кино. Зайка хочет пойти в театр. Что нужно делать в театре? В театре нужно смотреть спектакль. Да. В театре нужно слушать музыку. Нет. Обычно нет. В театре нужно сидеть. Да. В театре нужно сидеть. А что нельзя делать в театре? Нельзя. В театре нельзя бегать? Да. В театре нельзя наслаждаться актерской игрой? Нет, можно наслаждаться актерской игрой. В театре нельзя есть мороженое? Да, в театре нельзя есть мороженое. А делать селфи? Тоже нельзя. А что можно делать в театре? Можно сидеть на стуле? Да, можно. В театре можно смотреть спектакль? Да, можно. А на рок-концерте? Что нужно делать на рок-концерте? Нужно слушать музыку. Громкую музыку, да? О, громкая. И обычно нужно стоять. Что нельзя делать на рок-концерте? На рок-концерте нельзя быть скучным, да? Скучный. Нельзя быть скучным. А что можно делать? На рок-концерте можно все. Можно петь. Можно танцевать? Да, можно танцевать. Можно спать? Нет, нельзя спать. В театр
Что нужно надеть, когда ты идешь в театр? Нужно надеть джинсы, платье. Нужно надеть платье. Можно надеть ботинки? Нет, ботинки нельзя. А туфли? А туфли можно. А что можно надеть на рок-концерт? На рок-концерт можно надеть футболку? Да, можно. Можно надеть вечернее платье? Не нужно. Это будет странно. А можно на рок-концерт надеть джинсы и ботинки? Да, можно. И Вася и Петя, они нашли компромисс? Да, они нашли компромисс. И куда они сегодня вечером пойдут? Они пойдут на джаз-концерт. Что можно делать на джаз-концерте? Можно сидеть? Да. Можно стоять? Да. Можно слушать музыку? Да. Можно делать фотографии? Да. А что нельзя? Бегать? Нет. Танцевать? Может быть. И что можно надеть на джаз-концерт? Почти все. Можно надеть платье, можно надеть туфли, можно надеть джинсы и ботинки. Только нельзя быть голым, да? Нельзя. Alright guys, that's all for today. Thank you so much for listening to my story. And if you like it and you want to see more stories like that, don't forget to subscribe to my channel. Hit that notification bell, so this way you will not miss the new video. And if you want to get the transcript for the story, as well as separate audio file, please check out our Patreon page. And if you want to practice more TPRS stories like this in a private session or in a group session, you can check out my website in the link below, where you will see the next upcoming group class, or you can book your private class with me. Alright guys, that's all. See you later. Пока-пока.